Дорогие друзья, искренне приветствую вас на своем авторском канале «Душевные истории с Королев». И как всегда благодарю всех моих подписчиков, всех моих друзей, что разделяете ноты моего душевного творчества. Спасибо вам за свет вдохновения, свет взаимности и созвучия. Он мне очень необходим. История о скрипаче. Неважно, сколько у тебя струн. Мальчик по имени Исаак в детстве перенес полиомиелит, в результате чего стал инвалидом. Он не мог выходить на улицу и играть вместе с другими ребятами. Единственным его развлечением была музыка. Родители, чтобы хоть как-то скрасить жизнь сына, купили ему скрипку. И этот подарок оказался судьбоносным. Исаак стал блестящим скрипачом. Более того, он начал давать концерты и сам зарабатывать себе на жизнь, несмотря на известные трудности и боль. Передвигался музыкант самостоятельно. Он ходил на 2 протезах, опираясь на костыли. Прошли годы. Музыкант постарел, ему уже было очень тяжело передвигаться, но играть было еще сложнее. Но его талант по-прежнему вызывал восхищение слушателей. Однажды скрипач с большим трудом добрался до своего места на сцене и, расположившись на стуле, начал настраивать инструмент. И буквально за несколько секунд до начала концерта у скрипки лопнула струна. Публика, до этого с нетерпеливой досадой наблюдавшая за медленными и мучительными манипуляциями старого маэстро, разочарованно ахнула. Похоже, придется еще на 5-10 минут запастись терпением, пока этот инвалид сходит за другой скрипкой или струной. Но Исаак не сделал ни того и ни другого. Вместо этого он сосредоточился на минуту, а потом дал дирижеру знак «начинать». Каждому известно, что невозможно сыграть симфоническое произведение на 3 струнах. Надо было видеть, как он переделывал пьесу в своей голове, извлекая новые звуки из тех струн, которые раньше не могли их издавать. Когда, наконец, прозвучала последняя нота, долгое время в большом концертном зале стояла полная тишина. И вдруг раздался взрыв. Взрыв бурных оваций и аплодисментов. Уже за кулисами, когда немного поутихли восторги и поздравления, кто-то спросил у музыканта, каким чудом ему удалось исполнить сложнейшую музыкальную пьесу всего на 3 струнах. «Вы знаете, — ответил виртуоз, — иногда перед артистом стоит задача извлечь столько звуков, сколько он может из того, что ему осталось». Кто-то из мудрых людей сказал, главная задача человека состоит в том, чтобы постараться не унести с собой, а подарить людям всю музыку, что есть в его душе. И знайте, в каждом сердце таятся красивые мелодии, которые мы можем извлечь. И не так важно, сколько струн у нас осталось. Самое важное — сделать правильный выбор. Или сосредоточиться на том, чего у нас нет и что мы не можем делать, или на том, что у нас есть и что мы можем делать. А можем мы, как нам известно, многое. Можем все и еще столько же.
Неважно, сколько в душе струн, мелодия звучанье смысл определяет. Сиянье солнца чистотою поутру сюиту жизни искренностью наполняет.